Ребят, приветствую. Если слышно и картинка есть, плюсаните в чатик, чтобы было понятно, потому что на Wi-Fi нахожусь не своем, не понимаю, нормально идет эфир, ненормально. Вроде должно быть все нормально. Сейчас еще раз проверю. Да, вроде бы картинка есть. Угу. Да, спасибо. Так, сейчас, ну, всем привет, во-первых. Всех рад видеть, слышать. Сегодня у нас в гостях МС традиционно. Поболтаем по рынку, зададите вопросы по альтам. Были вопросы по построению Фибоначчи. Кто-то даже про российский рынок что-то спрашивал. Посмотрим, что за ситуация сейчас на рынке и какие основные моменты нас могут ожидать в ближайшее время. Давайте я сейчас включу конфу, чтобы было видно МС, и уберу эту картиночку, чтобы я тут не мешался. Если говорить в двух словах, МС, раздам вам сейчас экран, чтобы было видно, и открою свой тогда. Вот так, наверное, будет правильно. Все, вроде бы все получилось. Ну, давайте, наверное, в двух словах начнем с главной криптовалюты. Сейчас у меня Говорят, что звук тихо. Тихо? Так, хорошо, что Да. говорят. Сейчас поправим. А сейчас? Так, что-то с ним не так. Сейчас попробую сделать громче. А сейчас скажите, как звук? Сейчас я его подниму по максимуму. А ну-ка. Сейчас нормально? Лучше звук? Что-то у меня чат не прогружается, не вижу, что говорят. О, сейчас норм пишет. Ну, хорошо. Так, ну, в первую очередь, что? По биткоину. Ну, наверное, стоит отметить, что многие сейчас задаются вопросом, насколько глубоко может уйти коррекция и в целом, что происходит. Ну, с своей стороны скажу, что биткоин вообще в принципе всегда достаточно четко работал на круглые отметки, и 100 было не исключением, поэтому коррекция была налицо, и понятно, что она есть. Часть краткосрочных, долгосрочных держателей сейчас фиксируется. По данным Glassnode зафиксировано порядка 2 миллиардов вот за последнее время. Но краткосрочные держатели именно те, которые от года до 6 месяцев. То есть это такая самая незначительная когорта. Те, кто покрупнее, 2 лет и выше, они еще не реализовывают свою прибыль. Это говорит о том, что они ожидают более высоких цен. С учетом того, что было в последнее время много заявлений со стороны новоизбранного президента и его администрации, новых назначений о том, что они собираются все-таки ввести какой-то там стаб-фонд, связанный с биткоином. Рынок это тоже ожидает, перемалывает. И также рынок ожидает послабления регуляторных со стороны администрации президента США. Ну, что в свою очередь подтолкнет к более высоким ценам. Также речь идет о том, что у нас сейчас на прошлой неделе ETF, ориентированные на биткоин, увидели достаточно большой приток, там почти 3,5, по-моему, чуть меньше, миллиарда долларов. То есть фактически удвоили там показатель предшествующей недели. И в целом это достаточно широко раскрытые двери для индивидуальных инвесторов, которые не хотят покупать биткоин на криптобиржах. Им удобно это делать через стандартные механизмы, которые им понятны, да, через ETF. Это имеет, конечно, такую обоюдоострую составляющую, на мой взгляд, поскольку как быстро заходят, так и быстро будут выходить. Это надо тоже учитывать. Но в целом биткоин сейчас выглядит по-прежнему очень хорошо. Те уровни, о которых мы говорили в последний раз, сейчас я уберу, здесь мне мешается что-то.
они остаются прежними. Я ожидаю, что мы все-таки к 120 потянемся. На FIBA это, наверное, лучше будет видно. Покажу, какие они там, эти FIBA. Последний вот. 1.618. Золотое сечение. И, кстати, хотел показать тоже, в прошлый раз мы смотрели в последние стримы, я показывал один из своих любимых чартов, что мы дойдем до зеленой отметки. Мы дошли. Сейчас идет коррекция, и если все будет хорошо, а я думаю, что будет именно так, и до начала года рост продолжится, то мы увидим следующую отметку. Она как раз сейчас находится чуть выше 120 тысяч. Вот это если говорить в целом по битку. Что касается эфира, то я думаю, что он тоже потянется за биткоином. И в ближайшее время ожидаю, что где-нибудь, наверное, в декабре, может быть, к середине, плюс-минус, попытка прорваться через 4000, поскольку у эфира это такой наиболее интересующий инвесторов уровень остается. Я думаю, туда нас все-таки потянут. Это 0,618 Фибоначчи, вот 3,800 и дальше выше нее. Сейчас, может быть, чуть-чуть откатят, толкаются здесь в зоне 0,5 и дальше продолжит рост, потому что очень четко это видно на недельном таймфрейме, только пятая свеча Хайка Нэша. И вот эту ликвидность эфиру нужно забрать. Она как раз находится, верхняя ее граница находится выше 4000, 4150 примерно. И с нижней границы мы туда сейчас ее как раз и потрогали, 3500. Вот эту ликвидность будем собирать на недельке с наибольшей, что случилось, с наибольшей долей вероятности. Вот это, если говорить в целом, локально для трейдеров очень много сейчас будет возможностей, думаю, рынок будет давать. Поэтому держать ухо востро, в первую очередь, наверное, риск-менеджмент рекомендован. Сейчас пока на отдыхе локальных трейдов не делаю, но из позиции, с того, что планировал выходить, не стал, потому что я говорил об этом на стримах, что уровень 8.6 это будет частичная разгрузка. Я не разгрузился, потому что было видно, что будем расти, и многие алгоритмы это показывали, и прочие инструменты. И поэтому удерживаю, думаю, что выше 100 нас скольнут, и выше этой отметки уже буду посмотреть. Думаю, там уже, наверное, вероятнее всего придется разгружаться. Надо будет в первую очередь, наверное, смотреть на когорту долгосрочных держателей, как будут вести себя биткоин ETF. Видно, что приток достаточно большой. За последнее время, посмотрите, какой приток. Просто колоссальный. Это по биткоину. По эфиру сейчас тоже глянем. По эфиру в меньшей степени, но тоже есть. Вот. И где-то у меня были чарты. Сейчас я, наверное, не найду уже так быстро. Куда они делись. Это, наверное, вот здесь надо смотреть. Тоже мы их смотрели. Это... Сейчас, наверное, не найду так быстро. Это что касается краткосрочных и долгосрочных держателей. Вот их надо тоже отслеживать постоянно. Куда они делись? Это не здесь. Вот. То есть разнонаправленность видно, когда долгосрочные держатели, ну этот показатель, уходит вниз, биткоин начинает расти. Да? То же самое, ну, в противоположную сторону происходит с краткосрочными держателями. Вот потенциал снижения ниже, он достаточно большой. То есть если вернуть обратно график, посмотреть предшествующие периоды, сейчас. Тут у них чарт так сделан, что невозможно это быстро откатиться, то посмотрите, какие проливы были сильные на предыдущих бычьих циклах. Очень сильные. Сейчас он достаточно незначительный. Это как раз таки вот именно говорит о том, на что обращают внимание вот аналитики Glassnode. В той части, что сейчас закрываются только, скажем так, самые ближайшие долгосрочные держатели там, от 6 месяцев до года. А достаточно серьезные руки, которые свыше 2 лет и дальше, они все еще продолжают удерживать. Я думаю, что фиксироваться они начнут уже на отметке 120 тысяч. Потихонечку начнется фиксация. Вот, наверное, все. МС, вы что думаете по рынку в целом? Давайте я сейчас включу вас. Да, видно, если нужно дать экран, то я его дам на YouTube еще, как это сделать.
Открыто. Так, Алло. Да, Да, всех приветствую. Очень рад всех слышать, видеть. У меня немного другая картина. Если вы откроете, например, ProMagazine, который показывает другие метрики, то, например, если открыть метрику, давайте-ка я попробую показать экран. Угу. Я открыл доступ. Видно мой экран? Да, сейчас свой должен, наверное, закрыть. Он почему-то у меня еще открыт. Сейчас, да, запустилось. Вот метрика. Адреса с балансом больше 10 тысяч биткоинов. И видно, что количество адресов падает. Угу. То есть крупные киты выгружают биткоин, скорее всего, они его выгружают в ETF. Если посмотрим адреса от 1000, сейчас график подгрузится. То адреса не изменились. Вот это меня и немного настораживает, что крупные из своих кошельков выгружают в ETF. То есть они не хотят скидывать в рынок. И у нас как начинается альтсезон? Начинают продавать биткоин. Биткоин перетекает, деньги, которые идут из продажи биткоина, в распределении идут в эфир и другие альткоины. Начинается альткоин-сезон. А здесь видно, что крупные адреса все скинули это все не в рынок, а скорее всего в ETF. Почему в ETF? Вот попробую сейчас открыть другой немножко график. Все помнят последнее вот это ралли, которое началось. Оно у нас закончилось, само ралли, если помните, первое, где-то вот в понедельник, 18-го. И в этот же момент пришла информация о том, что начал покупать Майкл Сейлор. Они купили 55 тысяч биткоинов. И я считаю, что именно вот этот вот заход весь, то есть они целую неделю покупали до понедельника. В воскресенье вот они ровно неделю покупали, перестал покупать Майкл Сейлор, и цена опять сюда вернулась. Скорее всего, еще кто-то из китов покупает. У нас есть эта граница. Я обещал, давайте посмотрим, как работает, как строить фибу и все прочее. Но сейчас я не хочу делать именно настраивать фибу, я просто покажу, что... Сейчас я попробую вообще удалить у себя эти все объекты рисования. Попробуем построить фибу. Так как у нас было движение, самое главное, закончилось в марте и заново началось. Почему у меня опять все открылось? Я же вроде все удалил. Движение в марте, когда мы флетили и дошли до самого низа, вот построена фиба по этому движению. 1.618 как раз сходится на этой неделе, на тот момент, когда начал покупать Майкл Сейлор. Очень удивительно, что они подняли цену выше. Скорее всего, вот этот выход был связан именно с покупкой его. Я думаю, что мы все равно сюда сейчас вернемся, где-то в район 89-88. Нас вернут в эту цену и что-то здесь нам захотят показать. Кто? Крупные игроки. Либо мы будем здесь некоторое время флетить, либо отсюда пойдет еще одно очередное движение. Но вот это само движение, оно как бы было внеплановое. И оно меня насторожило. Насторожило чем? Сейчас люди поверили, что цена, вот она подошла к 100. Мы ее немедленно, эту цену должны пробить. Сейчас здесь народ нагружается еще раз
в лонги. И вот это движение мне напоминает отскок дохлой кошки. Если вы все видели эти движения, вот оно. Да, оно маленькое. Да, давайте посмотрим, как оно выглядит на других таймфреймах. Вот это тот же самый отскок. Да, он тут глубокий, да, он такой здесь некрасивый. Но и здесь он точно такой же, только на меньшем таймфрейме. И это я говорю о том, что мы не прям вот сейчас не должны идти пробивать сотку. Не должны. Нас должны вернуть на цену 88-89. Вот Идеальный это я расклад, увидел. чтобы закупиться, если речь пойдет о закупке в некий фонд. Могут опустить чуть А, пониже, это было бы идеально. Если сейчас, а вот посмотрите, если сам блокчейн, то и очень много битков сейчас выводят с биржи. Именно покупные, те, которые были куплены. То есть фонды продолжают забирать этот биток. И вот этот вот выход сегодня и вчера, там 2 дня, забирают именно битки биржевые. И это не делают физлица. Слишком большие объемы. Выводят по 5 тысяч, 8 тысяч, 15 тысяч, по 10 тысяч. Вот такие объемы. Физлица такие объемы не потянут. При условии, что биток стоит 110 тысяч, это уже 1 ярд. Нет ни одного такого физлица, который готов такие деньги вкладывать. Фонды забирают это все. И, скорее всего, то, как мы попали именно вот в марте месяце, когда, помните, на бирже закончился биток. И мы некоторое время это флетили нисходящим движением. Вот я думаю, что нас сюда на 88 вернут, как заберут часть битка, и опять мы начнем флетить. Либо нас продавят намного ниже. Куда могут продавить? Я не говорю, что прям вот точно это 100% гарантия, но облако слиншот четко показывает, что если вот в данный момент дамп начнется, то верхняя граница это 83, нижняя граница 78. Мы всегда к границе к этой приходим. Так как она у нас, эта граница четко выраженная, ее видно, это говорит о том, что здесь большие ордера скуплены. Ну и опять же, у нас здесь есть имбаланс незакрытый. Если посмотреть его, много мест незакрытого. Ну и плюс, если смотреть тот же самый CME Group, то на CME Group у нас есть незакрытый гэп. Я опять же не говорю, что вот мы точно 100% должны этот гэп закрывать, но он есть. С этим надо как бы на это надо рассчитывать, что могут свозить сюда. Тем более, если посмотреть по фибе, по большой, а это у меня фиба полного движения, то у нас здесь есть как раз 2618, куда мы можем все-таки дойти и посмотреть, как будет закрывать этот гэп. Так что сейчас пока смотрим. Вот эта свеча не сильно страшная, но это молот, только он не падающий там, но в любом случае он может и отыграть в эту сторону, то есть на нисходящее движение. Это то, что я хотел показать, рассказать, то, что я здесь на графике вижу. Опять же, если учесть, что у нас вот есть такой Кевин Свенсон, он периодически всем показывает, рассказывает о том, что у нас параболический паттерн, курв параболик, тот самый. Вот он. С этими 3 базами. Curve параболик уже отработал. И я его показывал, этот паттерн на отработку. Как его проверили? Проверили опять большим этим движением. 3618 движений мы отыграли. То есть этот паттерн, курв параболик, закончился. Все. На него уже я лично внимания не обращаю. Потому что само движение закрыто. Мы сейчас находимся в новом паттерне. Я его тоже уже показывал несколько раз. Когда у нас есть нисходящая цена, которая стояла в ценовом коридоре, там, где мы отыграли тройное движение, это флага бычьего, вот оно. Помните, мы его несколько раз с вами. И было его пробитие. Пробитие на его высоту этого флага. Оно уже состоялось.
И я говорил, что где-то нас в районе 9,8, 98 тысяч, либо мы отсюда развернемся и рынок закончит, либо здесь что-то произойдет, либо будут рисовать еще какие-то паттерны. Пока мы смотрим, здесь его пока ничего не видно. Мы находимся в price action. Цена здесь пока как бы не должна показывать нам, вернее, индикаторы не должны нам показывать то, что на самом деле происходит. Если посмотреть по индикаторам, то самый большой индикатор недельный показывает, что мы перегреты. При этом money flow начинает уходить из перегретой зоны. Это тоже как бы один из показателей, что деньги с рынка куда-то уходят. А сами понимаете, что если деньги из рынка уходят, то в какой-то момент времени мы поймаем большой-большой дамп. Поэтому к этому надо быть готовыми. В то движение, которое сейчас мы видим. Если смотреть... на секунду перебью, я вас извиняюсь. А тот паттерн, который тоже много раз показывали, вы в том числе, который касался недельной чашки с ручкой. По тому паттерну... Он тоже отработал. Он тоже вышел. уже отработал. Он уже отработал. А до верха чашки, если я не ошибаюсь, было порядка 120 на недельном таймфрейме. Нет. Если вы говорите о том, что вот она у нас... Если я не ошибаюсь, я особо не помню. Не-не-не, давайте Вот это та самая чашка с ручкой, о которой я рассказывал. Движение мы отыграли, и пошла цена наверх. Вот это вот основание чашки с ручкой. Вот это основание. Паттерн является отработанный, если мы уходим на высоту 61,8% от всей высоты. Паттерн считается законченным. Мы этот паттерн уже отыграли. Он закончен. Все. Чашка с ручкой все отыграла. То есть все паттерны, которые мы здесь на экране видим, чашку с ручкой, курв параболик отработал, флаг, все три уже отработаны, все, их нет. О них можно спокойно забывать. И это не долгосрочные паттерны, это паттерны одного движения. Они не имеют долгосрочного продвижения. Ну да, совершенно они отработаны. Поэтому все, они уже отработали, на них уже внимание обращать не стоит. У нас и чашка с ручкой отработала, и флаг отработал, и карв параболик, он тоже уже отработал. Причем карв параболик паттерн, если сейчас я попробую показать. Ну, кстати, на моем индикаторе Money Flow еще даже не думает показывать намек на снижение. Я еще раз говорю, это не значит, что мы должны куда-то сейчас упасть. У нас что-то должно нам нарисовать эти... А что если такая мысль, вот как раз таки насчет что-то нарисовать, пока вы смотрите, что если как раз таки вот сейчас все поверили, да, действительно, что будет прорыв выше 120, но если играют сейчас в основном институциональные руки, долгосрочные держатели, институциональный капитал, фонды, что если то самое публичное участие, когда должны играть именно реальные игроки, ну, скажем так, розничные инвесторы, розничные трейдеры, что если как раз таки им показать отметку выше, чтобы они подумали, что рынок разгоняется еще больше. И именно как раз та мысль о том, что, ну, я в ней убежден в том, что у нас, ну, не то, что убежден, мне так кажется с наибольшей долей вероятности, что мы дойдем до 120, и именно там нас начнут разгружать. Ну, смотрите, я готов с вами на что угодно согласиться, хоть на танцы с бубном, но давайте по-другому говорим. Сейчас биткоин стоит 10 миллионов рублей за один биткоин. Правильно? Ну, да. Летом он стоил 1,5 миллиона. Ну вот, не летом, а в 23-м году, в начале движения, он стоил 1,5 миллиона. 15 тысяч долларов с небольшим. Если раньше мог себе человек позволить продать машину и купить биткоин, сейчас ему надо продать 10 машин. Или одну квартиру. Ну, образно. То есть очень тяжелая цена. Физлиц к такой цене перегнать, это очень сложно. Это еще надо очень дико постараться. Вот курв параболик паттерн. Давайте я покажу, почему и он тоже отработал. У нас есть первая базовая цена, вот она. Я буду их базово вот так отмечать. Вторая базовая цена у нас есть, вот она. Третья базовая цена есть, и идет, естественно, провал. Вот он, провал этот, крестик.
Вот он на графике. Дальше мы поднимаемся на четвертой базе. Вот она, четвертая база. Здесь на паттерне не дорисовано вот этот еще один. Сейчас я попробую вот здесь его нарисовать. Вот здесь должен быть еще один переходной паттерн. Вот он. На этом месте. И дальше цена уходит наверх. И мы должны в цене свалиться вниз. Вот мы свалились вниз в цене. Все. Курс параболик отработал. Здесь нет длинного, большого еще одного движения сюда наверх. Тот, кто... Начиная с 2021 года, я периодически всем говорил, есть книга «Энциклопедия паттернов». Я ее выкладывал много раз. Хотите, еще раз в чат вам выложу ее, энциклопедию паттернов. Там есть параболик Корф. И вот он показывает, на какую высоту мы должны куда уходить. Я уже один раз сейчас показал и второй раз покажу, что последнее движение, где у нас там, вот это последнее движение должно рассчитываться именно вот на этой базе. Она рассчитывается вот этим движением. Вот. То есть мы приходим 3618. Вот она, видите? На этом Curve Parabolic Pattern закончился. Все. Вот оно дошло и свалилось. Именно таким образом заканчивает работу этот, вот он паттерн. Все. Нас дальше не повели. Видите, мы даже слингшот не пробили. Слишком был богатый покупатель, который покупал всю эту цену. Но у нас все равно любой паттерн, тот флаг, который мы отрабатывали, флагшток отработал на 100%. Даже если мы считаем, опять же, по той же самой фибе. Меня сегодня хотели у вас в чате научить, как фиб тянуть, молодой человек. Научил? Да, конечно, мне скинули такую инструкцию. Я сохранил и заламинировал. Я не всегда успеваю. Вот смотрим, вот смотрим само движение, вот оно. И смотрим, куда мы пришли. Мы четко по этому движению пришли. И я еще говорю, что у нас само движение должно было закончиться вот здесь, на 1,618. Эта цена была 89. Вот здесь начал, вот на вот этой цене, вот здесь, начал покупать Майкл Сейлор. В понедельник он купил 55 тысяч биткоинов. Опять деньги занял, продал часть своих акций и купил на него биткоин. Вот это его движение. Вот он выбил эту цену. Значит, покупатель сейчас закончится, и мы вернемся к цене 88. Что нам будут здесь делать на цене 88-89, вот это самое главное. Это все, что касается биткоина, то, что я хотел про него сегодня рассказать, и увидел, что и все мои взгляды на него. Что бы я сделал на месте крупного игрока? Сейчас многие, наверное, сожмут ягодички, но я бы на самом деле увел бы рынок вниз, все, в медвежку. Это было бы самое красивое окончание этой медвежки. Почему? Ну, во-первых, все движения отработаны, раз. Крупный игрок на сегодняшний день свою цель выполнил, дойти до 100 тысяч. Перешагнуть 100 тысяч, это нужно оставить очень много людей в надежде. Все сейчас, кто покупал ниже, тот, кто покупал по цене 30, по 15, по 45, по 50, даже по 70, они надеются, что мы перешагнем 100 тысяч и там его продать. То есть это психологический барьер. Вот возле психологического барьера я бы развернул весь рынок и всех с надеждами оставил еще бы на 4 года. Так что вот я думаю, что вот здесь так и надо поступить крупному игроку. Являются ли мои хотелки с окончанием всего этого движения и являются ли мои хотелки с планами крупного игрока? Ну, такое себе. Давайте посмотрим. Может быть, я ошибаюсь, но попробуем посмотреть немного по-другому на это все. Мои индикаторы настроенные.
Все знают, я уже рассказывал. Если кто-то хочет узнать, как настроить индикаторы и смотреть рынок, я могу показать, это несложно. Но давайте посмотрим месячный таймфрейм. Вот только хотел сказать, на месячном у меня вообще красота. На месячном мы на сегодняшний день видим, что здесь еще пока не закончено движение, оно скоро уже чуть-чуть дойдет. Мы находимся впритык к цены, у нас еще цена может сделать еще одно движение, чтобы закрасить вот эту последнюю свечку. И, как я говорил, 13-14 год, а мы отрабатываем 13-14 год с двумя пиками. Вот он, один пик у нас уже есть, второй пик мы уже адресовали. У нас перегретый RCI, причем и стохастика RCI, и стандартный RCI перегрет. У нас перегретый EMA, который у нас и EMA самая длинная, самая большая. Плюс все индикаторы, которые отвечают за движение в рынке. Это моментум, это истинный диапазон, это волатильность. Они у нас все перегреты на месячном таймфрейме. Крупнее не бывает. Ну, смысла уже дальше двигать рынок нету. Недельный посмотрим. В недельном мы точно 100% уже загибаются все индикаторы. Все. Движение пришло туда, куда оно должно было прийти. Это то, что показывает биткоин. Посмотрим, ну, там, дневку, это понятно, мы уже посмотрели. Дневка, все, смотрите, у нас пересечение уже пошло. У нас MACD показывает пересечение движения, средний и длинный скользящий, о том, что все движение здесь закончено. Но так как есть еще шанс по стохастику отскочить, у нас еще есть вот это небольшое движение, возможно, 112. Я считал это движение, возможно, могут поднять еще до 112. Это чисто технически. А я бы так и не сделал. То есть мое желание было бы, конечно, взять и опустить бы всех на 4 года, отдыхать с дорогим битком. И через 4 года все в надежде, что ура, 4 года прошло, по 100 тысяч можно продать. Все бы начали из него выходить. Но крупные фонды 4 бы года впаривали дорогой биток бумажный. Бумажный, не настоящий, а бумажный. Всем остальным, кто скажет, что в следующий раз 100 тысяч мы пробьем. Очень красивый был бы ход. Очень. И Ну, может быть, но это мне надо кажется, сделать. красивее будет чуть повыше погнать. Пройти психологическую отметку и уйти. Зачем? Ну, во-первых, не Зачем? все еще перегреты. Ну, по моим алгоритмам не совсем. Еще задел там есть достаточно хороший. По крайней мере, я сравниваю с предшествующими периодами. Не все перегрето. Классический даже RSI, я могу сейчас показать. Не то опять включил. Классический даже RSI. Вот здесь у него, вот он здесь, у него еще здесь. Вот такую вот историю надо нарисовать. Как вот здесь, как вот здесь. И здесь этого еще Ну, нет. экран На у меня, я месячном не знаю, таймфрейме. где вы там... У меня Я экран, вы вам... не знаю, что Нет, рисуете. Да. я Давайте я дальше просто открыл, продолжу. но вам не раздал. Все. Никому не раздали. Нет, Вот сейчас вы раздали в этот. в канал. Я вам не успел раздать. Ну, давайте вы продолжите, потом я покажу. Меня там видно, не видно? Да, видно. Так как я вижу, что у нас 3 движения по Доу отработано. У нас есть первое движение по Доу. Посмотрим. Переверну ее немножко, фон уберу. И все равно видно, что мы дошли до цены, откуда вся цена разворачивается. 3618 мы уже прошли. Мы уже перешли в 4236. У нас, ну, еще до половинки мы дойдем от силы. Ну, сколько? Ну, 108, ну, 112. Все. Дальше движения цены я не вижу. Тот, кто рассчитывает, что цена будет 150, 200, 300, это человек, который не совсем рассчитывает финансовые рынки. Не понимает, как рынок работает. Если мы с вами хотим получить 100 иксов, 10 иксов, 200 иксов, то крупный игрок, привлекая деньги в свой фонд или отрабатывая деньги в фонде, он имеет стандартную ставку. Ставка финансирования, которую делает ФРС, если мы берем американцев. Вот на этой основе они считают, что если они переходят порог в 4%, в 5%, это для них уже является
прибыльной сделкой. 10%, 20% для них это счастье. А представьте себе, что они в рынке, когда они начали закупать этот биток, вот они объявили его вот здесь. Вот здесь это было, вот. Вот когда фонды начали закупать. Вот отсюда вот это пошло их движение, это их движение, выкуп с самих фондов. Вот именно отсюда они начали зарабатывать. Цена была 40, сейчас цена 100. Они уже заработали 120% плюсом к своей цене. То есть 240% у них в прибыли находится. Так что они счастливы до невозможности. Поэтому надо рассчитывать на то, как они двигаются в рынке, а не то, как мы это и видим. У них свои финансовые возможности и свои финансовые желания. Давайте я вам экран отдам. Я вам отдал экран, вы где, Да, Гоша? сейчас я раздам, чтобы не прозевать. Я забываю просто в Zoom делиться, чтобы вам видно было. Угу. Так. Вот что я хотел показать, в первую очередь на RSI. 3 шапки перегретости. В этом цикле и в этом цикле мы еще не дошли. Это на месячном таймфрейме. Что касается MACD, да, действительно, у него есть здесь уже сигнал о том, что перегрет достаточно высоко. Что касается моментума. У меня моментум... На секунду, я вас перебью, прям Верну? простите, пожалуйста, что я перебью. Верните обратно этот график. Вот. Вот он. Теперь проведите от самой верхней точки MACD в 2018 году. Вот так? Нет. MACD, 18 год, вверх, Вот. длинная скользящая. 18 здесь. год. Вот, 18 год. Вот я на него показываю крестик. 18 год, 1 марта у меня показывает крестик. Правильно? Ну, вы можете крестик прям туда поместить? Вот здесь? Или вот тут? На MACD. Да, вот здесь. Вот. Я же показываю, вот. И отсюда вниз проводить черту, вернее, вправо по пикам. Ну, вниз, я понял. Вправо по пикам. Я сделал. Линию. Можно вот так сделать. Вот. У нас нет пробития пика. У нас обыкновенное нисходящее. Такое рисует, если цена становится тяжелой. Помогли, Вы да. сами знаете, и на фондовом рынке, если вы торгуете, вы же знаете, что если цена становится тяжелой, то у нас нет горизонтальных линий, у нас все линии нисходящие. И у нас происходят и линии сопротивления, они все нисходящие. Мы смотрим месячный таймфрейм. Здесь Тем и на более. моментуме то же самое. Мы смотрим вниз на месячном. И месячный таймфрейм действительно показывает, что мы уже как бы свое взяли. Это не говорит о том, что цена не может пройти психологический уровень. Я об этом хотел Нет, сказать. я говорю, что мы можем прийти на 108, 112, мы можем, но я говорю, я поступил бы иначе. Я об этом говорил. С точки зрения управления большим капиталом, да, наверное, сейчас бы погнать всех вниз было хорошо. Я думаю, что сейчас геополитическая обстановка немножко не способствует этому. Нужен какой-то драйвер, чтобы это Почему? сделать. Ну, с учетом того, что сейчас произошло именно на главной экономике и тех посылов, которые идут, и если они начнут хотя бы чуть-чуть выполнять свои обязательства, а уже пытаются, будут им дадут, им не дадут, мы в прошлый раз это объясняли, это уже второй вопрос. Пока еще нет триггера, который бы заставил бы цену развернуться и действительно уйти в полноценную медвежку. Ведь мы не зависим только от крипторынка. Мы же смотрим крипторынок, а надо смотреть и глобальные рынки. Их не интересует сейчас в прямом... Их не интересует крипторынок в принципе. А в отметке в том, что мы уйдем к 6 тысячам, ну, по крайней мере, я говорил давным-давно. Смотри, это фил у меня стоит. Вот он, 618. Я показывал его на нескольких стримах предшествующих, вот как стали делать. Нас туда и тащат. Они не останавливаются по основному рынку. Соответственно, мы идем за ними в любом случае. Мы не можем двигаться разнонаправленно, ну, разве что какие-то короткие движения. А в глобальном масштабе
биткоин идет за ликвидностью. Ну, как бы, а ликвидность просто перетекает за счет ETF. Совершенно верно, слабые руки не могут гонять крупный капитал. Они лишь последние участники. Это те, кому потихонечку начинают распределять то, что накопили. И вот уйти сейчас выше психологической отметки 100, и именно от 100 до 120, там, где как раз-таки находится золотое сечение, устроить вот эту гонку последнего этапа, последнего цикла публичного участия, было бы самая классная история. Технически это было бы правильно. С точки зрения логики, чтобы сейчас развернуть рынок и повести его в другую сторону, согласен, это было бы красиво. Но вот тут вопрос. Красиво захотят сделать или захотят сделать так, как обычно? Рынок сейчас не совсем, ну, не выглядит так, как он выглядел, например, 10 лет назад. Или там даже 5 лет назад. Он немножко выглядит по-другому. Очень много факторов, которые, ну, скажем так, которых не было. Поэтому, мне кажется, пройти сотку и вот поучаствовать всем остальным. Я не слышу, чтобы с каждого утюга, как обычно, кричали про биткоин. Да, ну он там что-то к 100 подошел, ну и хорошо. То есть нет такого ажиотажа. Это опять говорит о том, что его нет ажиотажа этого у физлиц. Да, Вы потому не что можете, вы не можете они не могут сейчас участвовать, потому что, ну, это цена неподъемная. Да, вы можете купить, на 100 как вот, долларов. 0,01 на там. 100 на 100 долларов, на 1000 долларов. Даже на это могут они купить, к примеру, вот сколько там стоит машина, которая там бэушка, ну, пускай 2-3 миллиона рублями. Могут купить. Но в таком случае он будет ходить с битком в кармане, но пешком. Потому что если его сейчас заморозит, это все равно, что на 4 года заморозить такую кучу денег. И физлицы уже не могут участвовать в этом. Почему? Я вот буквально дня 2 или 3 назад у себя в чате разговаривал там с человеком, и ему сказал, ну, и к этому рынку сейчас надо относиться как к институциональному рынку. У биткоина появилась суббота и воскресенье в торгах. Он торгуется по часам фондового рынка. Сюда пришли законы фондового рынка, крупного капитала. Мы это видим. Крупный капитал на сегодняшний день нет желания физлицам давать заработать. Обобрать есть. А каким образом можно обобрать? Заморозить цену, то есть цена не ушла выше, уйти в медвежку на некоторое время по циклам и вымораживать людей, когда все будут дорогой биткоин, купленный по 70, 80, по 100 тысяч, будут продавать, ну, к примеру, там по 48, где там его сегодня истинная цена его 48 500, плюс добыча этих, как их называют, майнеров, 48 500 примерно. Вот туда они его и вернут, и что тогда будет делать человек? На дневке сейчас показывает мне 76 справедливую стоимость. Недельку посмотрите. Если говорим о месяце, недельку, месяц. Если месяце, то это 50 тысяч. Ну, вот примерно 48 550. Вот примерно так оно и есть. И надо бояться институциональных денег, надо бояться институционального участия, потому что этот рынок они очень красиво себе забрали. Уже все, забрали, это факт, случившийся. И к нему именно так и надо относиться. Этот бычий рынок, я считаю, что он быстро прошел. Вот сейчас он быстро. Хотя, с другой стороны, он начался 1 января 2023 года. 23-24, 2 года у нас был бычий рынок. У нас медвежка была меньше намного, посмотрите по годам. Она была только в 22 году. Угу. Хорошо, такой вопрос. В этом раньше биткоин опускался примерно там на 85%. Угу. То есть, сейчас больше так не дадут сильно больше уходить. Так не дадут. Сколько могут дать? Если говорить о той цене, о справедливой стоимости, то 3 года, если участвовал сам, и за групповой дадут 12 лет. Я не знаю, сколько могут дать. Это уже надо смотреть, опять же, по там паттернам, сетапам, которые будут рисовать на графике. Но мы же не знаем их планы. Но я считаю, что план 13-14 года мы выполнили.
этот сетап отработал уже, и он повторил именно тот год. Кстати, если мы сейчас вернемся, откройте BLX, пожалуйста, если вы можете открыть BLX. Я почему этот вопрос задал? Мне казалось, что дадут не больше 60%, и как раз это именно тот процент, при котором цена уйдет в справедливую зону. BLX, мы с вами где-то его ставили, вот он. Дневку, недельку. Недельку на BLX и возвращаемся к 13-14 году. Оставьте только чистый график, без всех Без логарифма, рисовалок. без ничего? И в логарифме. Именно в логарифме и автоматом. Ага. Вот 13-14 год. Следующий пик у нас был после 14-го в 18-м. Посмотрите. 2 раза на экран нажмите мышкой. 2 раза нажмите на экран мышкой. 18-й? Во, 18-й. 17-й. И вот теперь нам откройте 2 сетапа, чтобы нам видно было 13, 14 и 18. Ну, вот, чтобы только они были на графике, и все. Ага, вот так. И расширьте немножко, раздвиньте его. Ага, отлично. Вот что нас ждет. Посмотрите, какой был красивый уход в медвежку в 2014 году. Нарисовали дохлую кошку красивую, посмотрите. Вот она. Красивая дохлая кошка. И медленное сползание 3 волнами, опять же. Цена ушла вниз. А потом еще раз вниз ушла. Так что я думаю, что вот это вот мы сейчас и увидим. Следующее движение мы будем полностью повторять 14-18 год. Если учитывать, что у нас биткоин математическая модель. Циклическая она, опять же. Теперь она уже получается циклическая. Что будет с альтой, если биткоин сейчас опустят в медвежку? Есть альткоины, которые не зависят от цены, так как двигается цена биткоина. Но весь альткоин рынок зависит, и альткоин весь рынок зависит от денег крупного главного капиталиста биткоина. Но у нас на рынке никуда не пропали крупные игроки. С китами мы посмотрели в самом начале, что тот, кто хранил на больше 10 тысяч на счете, на кошельках, они продавали все это время. Но, скорее всего, это они и есть сами фонды, они обелялись. Но все, у кого больше 1000 битков на счете, они все-таки не продали. Возможно, они сейчас пытаются разгадать цели и задачи крупного игрока, еще более крупного игрока. Если они поймут, что этот рынок закончился, они будут продавать, но это будут панические продажи. Опять же, эти деньги не просто уйдут с рынка, они перейдут именно в альткоины. Поэтому я все-таки думаю, что получим альткоин сезон, но он не будет таким, как все некоторые ждут. 100 иксов, 1000 иксов, миллион иксов. Они хотят смотреть Crypto Bubbles, которые там с огромными пузырями, надутыми под 50 тысяч иксов. Такого уже не дадут. Рынок это изменился. Я опять же об этом говорил ранее, что при изменении правил игры у нас изменится само движение. Спрашивают меня, будет ли AMB или AMP покажет 2 или 3 икса. А почему нет? И 10 может показать. 100 вряд ли, а вот 10 запросто. Если вы говорите, что физлица не заинтересованы в покупке, зачем было поднимать цену? Почему просто флета не устроить цену и оставить всех в диапазоне 50-70к с дорогим битком? Дорогой биток, он 100, 200, 300, 500. И он будет к этой цене. Скорее всего, он придет в эту цену, и 500 он, возможно, будет когда-то. И миллион, возможно, он будет когда-то. И будет по той же причине он дорогой для всех. Только люди покупать уже будут не один биток, а 1/100 битка, 1/10 битка.
Ну, вот опять же человек спросил, не заинтересованный. Вы можете себе позволить сейчас купить один биткоин? Уже нет. Для чего это делать крупному игроку? Да по той же причине, по которой Трамп во всеуслышание кричит, что нам нужно срочно откладывать деньги, чтобы купить биткоин. Его просто совсем крупные капиталисты себе заберут. Государства заберут, банки себе его будут забирать. Создавать майнинговые какие-то условия государствам невыгодно. А вот покупать биткоин у майнеров им выгодно. Потому что государство не будет нести лишние затраты. Понести затраты, чтобы получить себе биток, они не захотят так делать. А вот майнеров прикрутить к себе, они запросто правила поменяют. Будут гонять по регионам. В этом регионе можно майнить, в этом нельзя. В этом изменят законы, в этом нет. Это опять же часть регулирования. Государство живет ради регулирования. Они как регулировщики. Вот есть в каждом городе такой человек, стоит на перекрестке, регулирует. Вот и государство такой же человек на перекрестке. Ему обязательно нужно что-нибудь порегулировать. Гоша, где он? Я здесь. Еще там Я задали здесь вопрос, внимательно слушаю. что вы думаете, ваше мнение о листа монеты? О монете листа я говорил где-то в июне месяца этого года. Рассказывал. Листа DAO – это децентрализированный протокол, который сделала Binance Lab. Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы пользователи могли делать ставки, брать взаймы тот же самый USDT или предоставлять свои USDT. То есть это какой-то определенный пул ликвидности. У них там, по-моему, свой стейблкоин уже был создан, по-моему, лист USDT, USD, ну и так далее. Ну, все, что связано с предоставлением ликвидности, это всегда прибыльно. Такие вещи живут и работают. Например, Lever, который Leverage, тоже сделал Binance и проталкивает. Тоже работает. На сегодняшний день Lever вот отрос, слава богу. Если есть вопросы, могу еще сказать. Монета Хебар. Ну, Хебар летит и полетит, и дальше полетит. У него хорошие цели. И не только в этом сезоне, вообще в принципе. Про ЗИ спрашивают. Про кого? Точку выхода на бычки в монеты ЗИ свыше $2. Еще в силе? ЗИ на сегодняшний день, все как я и говорил, это был театр. Монета вернулась в ту цену, откуда был дамп. Она полностью вернула все свои потери. Причем очень легко она это сделала, практически двумя движениями. Сейчас, как только рынок со всеми альткоинами поедет наверх, и ЗИ туда же поедет. Скорее всего, они отжали слабые руки. Но ЗИ сильно смотрится в любом случае. У нее есть своя DEX биржа, свапинг с нулевыми комиссиями. Не все это предоставляют. Мосты у них были сделаны 2 месяца назад, в том числе и в биток, и причем там в какой-то новый еще один сделали они этот мост с битком. Так что работают они, никуда они не делись. Если это и был псих одного дурачка, который разработчик был, ну это был псих только одного дурака. Все его монеты с рынка выкупили. Это говорит график. Можно на график смотреть и увидеть. Я докупил по самым маленьким ценам и доволен. Такую цену я не рассчитывал, что будет маленькая, я ее взял. Так, что еще спрашивали? Вадим Шахов пишет, Хебар скупали по 0,06.
Я его покупал по 0,009. До сих пор, кстати, не продал. Но у меня М, пока нет задачи его продавать. Да, и еще пока вопрос не задали, но я все-таки повторю. Те, кто участвует в покупке Heaven протокола, который Heaven, обязательно не забудьте, пройдите аудит, иначе монеты свои потеряете. Аудит, не забывайте, его скоро сейчас запустят это веб-приложение, десктоп и веб-приложение. Там появится кнопка аудит. Аудит пройти надо, чтобы вы не потеряли свои монеты. Вы обязательно... Я уже прошел через клик кошелек. Что вы думаете по доминации биткоина? Гоша, сможете открыть доминацию биткоина? Да, сейчас открою. Там про Фил что-то спрашивали, я сразу Фил решил открыть. Сейчас. По Филу? Ну, Фил уже великолепно смотрится. великолепно смотрится. Вот доминация на недельку. Чуть подупала. Ну, Дальше пока она еще сильно не упала, я думаю, что вот в районе 54 она вернется, где-то 53, 54, вот сюда. А вот И ее вот зона здесь есть. начнется, 53 и вот, 55. 55-53. да, ну вот там вот начнется этот самый вот такой альтсезон, где 3 икса, 5 иксов, все будут кричать «Ура!» и заработал. Ирина Третьяк, спасибо за тел. Пожалуйста. Это не моя монета, просто я ее советовал, причем советовал ее и в 2021 году, на ней заработали многие, кто меня послушал, и в 2021 году зарабатывал на ней. Монетка хорошая, перспективная, только для заработка. Хранить такие монеты нельзя, такие монеты надо купил, продал. Продал, порадовался, дождался, вдруг она еще улетит. Купил по низу, продал подороже. Фил полетит, верю. Фил полетит обязательно и выше тех цен, которые у него были ранее. Потому что Filecoin это примерно та же самая Solana, если брать. Действительно, Фил может быть и 500, и 800 долларов. Это без проблем совершенно, потому что Filecoin, он технологичная вещь. Хранение информации. Мало того, они теперь еще туда, как облачное хранение в блокчейне, хотят сделать, чтобы люди там хранили свои фотографии бесконечно. То есть вы купили Filecoin с блокчейном, запартнерились, загнали туда свои документы, и лежат они до тех пор, пока блокчейн существует. Ну, я, в принципе, Все все сказал. длится. Да, уже мы час постримили. Людей нагружать не надо, чтобы они сильно не это. Они просили А, ФИБА с прошлого раза и просили российский рынок посмотреть. В Вот, я... российский рынок они просили посмотреть рубль. Давайте посмотрим на него, посмотрим и порадуемся. Что сейчас Будем его можно, смотреть. как на Я этом ETF сейчас заработать? могу открыть. Вот. Да, не надо. Надо достаточно просто открыть этот, как он называется, курс обмена. По курсу обмена он стоит сейчас ровно столько, как это было и ранее. Если у вас есть сейчас доллар, легче его продать за рубли. Потом, когда доллар упадет в цене, подвинется там в район 80, вы обратно доллары откупите. И все, и заработаете на этом 20%. А цена упадет. Это просто, скажем так, гадости подкладывают госпоже Набиулиной. Не к ночи, пусть она вспомнит, пусть 3 раза икнет. Что она творит с рынком, что она творит с Центробанком, даже говорить не хочу. Да она закончена вообще. Да, пусть купит брошку себе еще одну, мадам Брошкина. Ну, к сожалению, она кого-то устраивает.
Ну, скорее всего. По Ну, поводу ФИБы. Для этого нужно просто выделить время, когда мы не будем переживать за рынок, что будет с рынком сегодня или завтра, а чтобы у нас было время для того, чтобы на все на графиках показать. Э, Давайте как-нибудь сделаем просто отдельный стрим в каком-нибудь выходной, чтобы не среди рабочего дня, чтобы у ну, тут нас их было много время вариантов, да. побольше. Вы хотите все показатели, те, которые вы используете. Я просто не Я все. покажу, я покажу фибы, те, которые действительно гарантированно рабочие, как их натягивать, как с ними работать, виды фибы, как они работают, куда какую конкретно применять, для чего нужны все эти фибы, как их сделать, чтобы на них еще и зарабатывать, плюс прогнозировать будущую цену или будущую убыль. Отлично. Тогда по моему возвращению в Москву, в любимую холодную, мы сделаем отдельный стрим, посвященный ФИБА, так его и назовем. Работа с Фибоначчи, стрим Да. с участием МС. Вот, с удовольствием тоже послушаю. Я работаю не со всеми FIBA. Мое любимое расширение. Остальные меня мало интересуют. Так уж получилось. А вы как раз покажете то, чего могу я, скорее всего, не знать. С удовольствием послушаю. Что вы на это Да. скажете, друзья? Думаю, всем будет интересно такой стрим сделать Если вас отдельно. это устраивает, если вас сегодняшний стрим порадовал, нажмите, пожалуйста, нам этот, как он называется, лайк, поставьте нам. Обязательно паралайкнуть, Обязательно, да, обязательно. пожалуйста. Это И важно. напишите Гоше какой-нибудь положительный отзыв внизу под этим, под стримом. Мы так стараемся, а он сидит сейчас не в баре, в отеле, а в номере и стримит. Это дорогого стоит. Кстати, да, Гоша, почему вы не в баре? кстати, да, мне пришлось убежать из бара, быстро сходить на массаж и бежать на стрим, потому что у нас сейчас сколько? 12 ночи, иначе бы я ничего не успел. Представьте, он Да, отказался от от тайского бара. массажа в пользу стрима. Да, Блин, ставьте ему да, лайк. да. Лайки очень поддерживают стрим. Алгоритмы YouTube у нас плохо работают. Поэтому поддержите, пожалуйста, именно на самом стриме, когда он запишется, закончится, еще раз зайти, просто лайкнуть и написать коммент. Это поддержит, очень поддержит канал. Также обязательно подпишитесь, если кто-то новенький только что увидел стрим, на каналы гостя, на каналы МС. Все ссылки есть в описании. Ну и также в описании найдете различную интересную информацию, в том числе биржи, на которых я торгую, с которыми есть партнерские отношения, прямые контакты. Тоже реферальная программа поддерживает развитие канала. Ну что, Маш, Заходите к спасибо, нам на да. Бастион. На На Бастион, кстати, Бастион. да, подписывайтесь на Бастион. На Бастионе я выложил все метрики, как я вижу эти метрики, что я вижу на этих метриках, прогноз цены на метриках, это все сделано. Графики, я выложил то, что вижу на графиках по поводу биткоина, других монет, по альткоинам, я это все выложил. Заходите, посмотрите. Часть информации дублирую в новостной канал в Телеграме. Заходите туда. Гоша, заходите, пожалуйста, в чат, пишите. Мы в чате отвечаем всем. Если на стриме мы не можем ответить на какие-то отдельные вопросы, просто потому что не успеваем, то в чате мы отвечаем на все, пожалуйста, вопросы. Я есть в чате у Гоши, пожалуйста, заходите. Да, обязательно заходите, подписывайтесь. Ссылки на чат найдете в шапочке телеграм-канала. Там все это есть. Вот, И кто не самое главное, здоровается, не от меня тот и ушел. переживайте, да, в альткоин сезон будет, биткоин еще подрастет, потом он упадет, потом вырастет, потом упадет, потом вырастет, но нам на это наплевать, мы уже в это время заработаем, вот, и альткоины вырастут, и на них мы заработаем. Часть потеряем, но основную часть мы продадим и заработаем на этом. Следите за тем, что мы делаем. Все. Говорят, Всем до свидания, я рад, да. да, спасибо большое. Говорят, время все расставить на места, зарабатывайте, берегите депозит, это, наверное, самое главное. Вот. МС, спасибо огромное, что в очередной раз поучаствовали. Благодарю вас. О, я Вот, всегда, с вами всегда, увидимся уже в пожалуйста, Москве. да. Ребят, вам всем большое спасибо. Спасибо за участие. Еще раз напоминаю, что ваши лайки и комментарии поддержат развитие нашего сообщества. Всем спасибо, до новых встреч и пока. Пока.